Когда речь заходит о марке Volvo, первое, что приходит в голову – безопасность. Крепкие машины, многочисленные краш-тесты и инновационные системы защиты. Но за славой безопасного автомобиля скрывается другой, не менее важный факт. Volvo на протяжении многих лет создает один из самых надежных и долговечных двигателей в мире. Моторы с большим запасом прочности, которому позавидуют даже некоторые премиальные конкуренты. Но какие из этих агрегатов прошли проверку временем и заслужили звание самых неубиваемых? В этом мы попробуем разобраться. Вы на канале The Auto Top, и это самые лучшие двигатели Volvo. Поехали! В середине 70-х годов у Volvo появляется двигатель, который на десятилетия становится символом неубиваемости – B21. Фанаты бренда дали ему говорящее прозвище Red Block, потому что на заводе блок цилиндров покрывали красной краской. Это была не просто маркировка, а визитная карточка всей серии. Но почему эта рядная четверка стала культовой? Все дело в инженерной задаче, которую поставили в Volvo. Им нужен был абсолютно неубиваемый и ремонтопригодный агрегат для новых массовых моделей, которые должны были стать синонимом долговечности во всем мире. За основу берут массивный чугунный блок цилиндров. Он не боится перегрева, а изношенные цилиндры можно просто расточить до ремонтного размера. Головка алюминиевая с верхним распредвалом. Простой привод ГРМ. Один зубчатый ремень приводит в движение распредвал и промежуточный вал. Одна кинематическая цепь на весь двигатель. Никаких отдельных ремней, никаких лишних шестерен. Именно эта примитивная на первый взгляд схема и дает ему феноменальную живучесть. Такой мотор можно разобрать и собрать в гараже на коленке. Каждый узел здесь понятен, доступен и отремонтируется даже при минимальном наборе инструментов. Volvo понимает, что потенциал этой чугунной платформы огромен. Так появляется целое семейство. От 2-литрового B21 до 2,3-литрового B23 с увеличенным диаметром цилиндров. Но настоящий прорыв происходит в 1981 году. Инженеры берут этот неубиваемый блок и оснащают его турбокомпрессором Garrett T3. Так рождается B21 FT, один из первых в мире массовых турбомоторов. Его цель — перевернуть представление о наддуве, доказать, что турбина может быть не капризной гоночной деталью, а таким же надежным узлом, как и весь двигатель. Позже к турбине добавляют интеркулер, и мощность вырастает до 162 лошадиных сил. Для начала 80-х это был настоящий технологический прорыв. Что же получает владелец такого мотора? Абсолютную всеядность и предсказуемость. Red Block прощает плохое топливо, редкую замену масла и суровую эксплуатацию. При должном уходе он легко преодолевает отметку в 1 000 000 километров. Турбированный вариант при грамотном обслуживании легко проходит более 500 тысяч. Слабые места логичны для конструкции того времени. На ранних инжекторных версиях может капризничать система впрыска. Карбюратор на первых моделях требует периодической настройки. Сальники и прокладки с возрастом текут, но их замена несравнима с капремонтом. Турбина надежная, но после 200 тысяч пробега требует внимания. Именно B21 и его модификации создали ту самую легенду о танках Volvo. Они доказали, что надежность рождается не из количества технологий, а из правильного выбора материалов, разумной конструкции и огромного запаса прочности. В начале 90-х годов Volvo разрабатывает двигатель, который приносит компании новую волну популярности – B5204T5. Это не гоночный агрегат, а эталон баланса и надежности. 2 литра, турбина, 180 лошадиных сил. Но главный секрет этого мотора не в цифрах, а в продуманной инженерной философии. Потому что Volvo создает не просто двигатель, они проектируют основу для целой эпохи. Берут проверенную рядную 5-цилиндровую схему, но совершают смелый ход. Чтобы получить 2 литра от большого блока, они не растачивают цилиндры, а укорачивают ход поршня до 77 мм. Их цель — абсолютная предсказуемость. Поэтому блок цилиндров алюминиевый, но внутри него отлиты чугунные гильзы. Коленвал кованый на 6 опорах. Распредвалы вращаются в чугунной головке на своих постелях. В этом и кроется его главный секрет. Инженеры Volvo не гонятся за сложностью, они выбирают путь разумной прочности. Проверенная турбина Mitsubishi TD04 рассчитана на ресурс более 250 тысяч километров. Привод ГРМ здесь классический, ременный. Он вращает распредвалы и помпу, а значит, конструкция остается простой и ремонтопригодной. Именно эта продуманная простота и позволяет мотору без проблем преодолевать рубеж в 500 тысяч километров. Его создавали не для гонок, а для долгой службы.
Поэтому он должен заводиться в любой мороз, уверенно тянуть на всех передачах и годами переносить нагрузки без каких-либо проблем. Однако даже у такого надежного двигателя есть свои слабые места. Главный враг этого мотора при пробеге за 300 тысяч километров – масляный аппетит. Причина чаще всего в маслосъемных кольцах. Они закоксовываются от неидеального масла или долгой работы на низких оборотах. Второй минус – система питания. Мотор может начать троить или потерять тягу. И часто виновата не сложная электроника, а маленькая сетка бензонасосов в баке. Она сбивается грязью, и двигатель начинает голодать. Третья проблема – сухой стук при разгоне или сбросе газа. Это не поршни и не клапана. Это разрушается верхняя гидроопора двигателя. Резиновая вставка не выдерживает рывков мощной пятерки и требует замены. Ранние версии сдавались уже к 40 тысячам. Поздние держатся до 150 тысяч. B5204T5 не прощает халатного отношения, но щедро платит надежностью за своевременную замену масла, качественное топливо и внимание к типичным болячкам. Этот двигатель уважают не за рекорды, а за безотказную работу, измеряемую сотнями тысяч километров. К середине 90-х Volvo стоит перед сложным выбором. Мир требует новых технологий, экономичности и мощности, но инженеры не хотят предавать свое главное наследие – легендарную надежность. Их ответом становится рядный пятицилиндровый двигатель B5254. Внешне узнаваемая рядная пятерка, основа – легкий алюминиевый блок с чугунными цилиндрами. Над ним головка с двумя распредвалами и системой изменения фаз газораспределения. Электроника теперь не просто управляет впрыском, она тонко настраивает характер мотора. Главная гениальность B5254 в его универсальности. На одной и той же технологической базе Volvo создает целую гамму моторов для совершенно разных автомобилей. Базовым стал атмосферный B5254S. Его 170 лошадиных сил не для рекордов, а для безупречной ежедневной работы. Он тихо и уверенно тянул тяжелые универсалы V70 и седаны S80, прощая владельцам не самое тщательное обслуживание, легко преодолевая 400 тысяч километров пробега. Но настоящую славу бренду в 2000-х принесли турбированные версии. Здесь инженеры показали высший пилотаж. Один блок, но разные турбины и настройки. B5254T2 на 210 сил – это сбалансированный выбор для большого кроссовера XC90. Сердцем же самых популярных заряженных моделей стал B5254T5 на 250 лошадиных сил, а вершиной линейки стал B5254T4. Все его 300 сил были отданы культовым спортивным версиям Volvo S60R и V70R. Именно эти турбопятерки сформировали новый образ Volvo 2000-х. Сдержанная внешность с характером настоящего спорткара. Но даже у такого продвинутого мотора есть свои условия долгой жизни. Первое и главное – это масло. Двигатель известен своим аппетитом. Проверка уровня раз в 1000 километров не совет, а правило. Игнорирование ведет к масляному голоданию и дорогому ремонту вкладышей. Вторая больная тема – система вентиляции картера. Со временем она закоксовывается, давление в моторе растет, и масло начинает искать выход через все сальники. Регулярная проверка этой системы после 150 тысяч пробега спасет от многих проблем. Отдельный разговор ремень ГРМ. Менять нужно не только его, но и все ролики с натяжителем. Они часто выходят из строя раньше самого ремня. Экономия здесь – это гарантированная встреча клапанов с поршнями. Также нужно обращать внимание на радиаторы. Под капотом тесно, и интеркулер с основным радиатором быстро забиваются грязью. Если их не чистить раз в пару лет, мотор, особенно турбированный, гарантированно начнет перегреваться. Частая, но не страшная болезнь – износ актуатора наддува. Из-за него пропадает тяга, но решается проблема замены небольшой детали, а не всей турбины. Таким образом, B5254 – это идеальный мост между эпохами. С одной стороны, унаследованная от Red Block выносливость и ремонтопригодность, с другой – все технологии и мощности нового тысячелетия. В 2001 году в истории Volvo происходит тихая революция. После многих лет под капотом больших седанов и универсалов наконец появляется собственный дизель. Инженеры не стали копировать чужие схемы, они взяли свою проверенную философию и применили ее к новым технологиям. Результатом стал двигатель D5, рядный пятицилиндровый дизель. В основе узнаваемая концепция. Алюминиевый блок, знакомый по бензиновым моторам с чугунными гильзами. С самого начала его оснастили передовой системой Common Rail от Bosch и турбиной с изменяемой геометрией. Это дало тот самый сбалансированный характер Volvo. Ровная, уверенная тяга с самых низов, которая делала даже тяжелый универсал V70 послушным и отзывчивым.
Надежность D5 напрямую зависит от года его выпуска и экологического стандарта. Примерно до 2006 года моторы со стандартом Евро-3 самые ценные и живучие. В них меньше всего электроники и систем, которые могут сломаться. Это дизель в его чистом, выносливом виде. При качественном топливе и регулярной замене масла он легко отрабатывает более 500 тысяч километров без серьезных проблем. С 2006 года начинается борьба за экологию, а значит появляются новые слабые места. Volvo добавляет сажевый фильтр, сложный электронный клапан EGR и устанавливает вихревые заслонки во впускной коллектор. Именно эти системы становятся главными болячками поздних D5. Клапан EGR и впускной коллектор с заслонками забиваются сажей. Заслонки могут заклинить, а их пластиковый привод сломаться. Чистка этих узлов – новая обязательная процедура. Форсунки Bosch – это высокоточная, но очень чувствительная аппаратура. Они боятся грязного топлива и воды. На ранних моторах форсунки можно менять комплектом одного класса, на поздних каждый имеет свой код. Также Volvo допустила редкий инженерный просчет. Натяжной ролик ремня генератора мог внезапно разрушиться и попасть под ремень ГРМ. Результат – обрыв ремня и встреча клапанов с поршнями. Это системная проблема, по которой Volvo даже проводила отзывную кампанию. D5 не прощает плохое или старое масло. Первыми выходят из строя гидрокомпенсаторы. Их износ выдает характерное стрекотание на горячем моторе. Запускать проблему нельзя, это может привести к повреждению самой головки блока. В итоге D5 — это не просто двигатель, это важнейший шаг Volvo в мир современных дизелей. Его надежность — это результат дисциплины. Он требует от владельца понимания. Стерильная чистота топлива, лучшее масло и своевременное внимание к системам, которые борются за экологию. При соблюдении этих правил D5 становится тем самым миллионником, на котором выросла репутация Volvo как производителя одних из лучших турбодизелей в премиальном сегменте. В 2005 году Volvo сталкивается с вызовом, который не может решить в одиночку. Им нужен мощный и современный V8 для флагманского кроссовера XC90. Но моторный отсек автомобиля для него не предназначен. Из-за компоновки двигатель можно было установить только поперек. Это делало задачу еще сложнее. Тогда Volvo обращается к тем, кто знает в компактных мощных моторах все, к инженерам Yamaha. У японцев уже был блестящий опыт работы с Ford, и они совершают почти невозможное – создают для шведов уникальный, не имеющий аналогов V8. Чтобы вписать 4,4-литровый мотор в тесное подкапотное пространство, инженеры Yamaha идут на радикальные меры. Они уменьшают классический развал цилиндров с 90 градусов до остроугольных 60. Все навесное оборудование максимально компактно интегрируют в сам двигатель. Но у такой компоновки есть врожденный изъян – повышенная вибрация. Японцы находят элегантное решение – устанавливают балансирный вал, который вращается от цепи ГРМ. И именно в этом гениальном решении кроется главная и, пожалуй, единственная серьезная слабость этого мотора. С возрастом подшипник балансирного вала изнашивается, вал начинает вибрировать, изнашивая приводную звездочку и растягивая цепь ГРМ. В итоге цепь может перескочить, что гарантированно приводит к встрече клапанов с поршнями. Диагностика состояния балансирного вала и цепи после 200 тысяч километров становится для владельца вопросом номер один. Регулярная замена масла и использование качественных фильтров критически важны для долгой жизни этого узла. Во всем остальном B8444S – это образец надежности. Чугунные гильзы в алюминиевом блоке, добротный цепной привод ГРМ и 315 лошадей. Его ресурс легко превышает 500 тысяч километров. Этот двигатель оказался настолько хорош, что его стали массово использовать в качестве идеального донора для свапа на другие автомобили благодаря своей мощности, компактности и нетребовательности к топливу. Есть еще одна особенность, о которой стоит знать. Блок и головки выполнены из алюминия. Этот материал не прощает перегрева. Один сильный перегрев может привести к деформации, поэтому за состоянием системы охлаждения нужно следить так же бдительно, как и за маслом. Таким образом, B8444S – это особенная глава в истории Volvo. Двигатель, который они не смогли создать сами, но который идеально вписался в их философию. Он не стал массовым, но заслужил статус культового. Самый мощный, самый необычный и один из самых живучих моторов, когда-либо носивших значок Volvo. В середине 2000-х годов, когда весь мир переходит на компактные турбомоторы, Volvo делает неожиданный ход. Они выпускают B6324S – рядный 6-цилиндровый атмосферный двигатель объемом 3,2 литра. Его конструкция сразу выделяется на фоне других моторов Volvo. Привод ГРМ не ремень, а цепь. И расположена она не с привычной стороны, а справа.
Под капотом он занимает много места, но инженеры нашли гениальное, хотя и сложное решение для компактности. Генератор здесь спрятан под впускным коллектором, а приводят его в действие две обгонные муфты. Именно в этой хитроумной системе привода его главная инженерная особенность и основной риск. Если обгонные муфты выходят из строя, а с возрастом они изнашиваются, запускается цепная реакция поломок. Пропадает зарядка, повреждается вал, а следом может заклинить компрессор кондиционера. Ремонт в этом случае превращается в кошмар, потому что требует разбора самого привода ГРМ. Вывод простой. Состояние этих муфт нужно контролировать в первую очередь. В остальном B6324S – типичный представитель эпохи надежных, но сложных двигателей. Его 235 лошадиных сил не бьют рекорды, но выдают ровную тягу, за которую и ценят большие атмосферные моторы. Ресурс при грамотном обслуживании легко переваливает за 400 тысяч километров. У этого мотора есть характерные слабости, о которых важно знать. Как и многие современные двигатели, с возрастом он начинает потеть. Чаще всего текут уплотнения самой цепной передачи ГРМ и вакуумного насоса. Ремонт сложный, требует снятия цепи и специального инструмента, а значит дорогой работы. На ранних версиях была проблема с трубкой охлаждения, которая соединяла блок с головкой. Она протекала, и антифриз лился прямо на генератор. Volvo впоследствии заменил деталь на более надежную, но владельцам старых машин эту замену стоит сделать в первую очередь. К пробегу в 200 тысяч километров система вентиляции картера закоксовывается и требует замены. Если этого не сделать, в двигателе растет давление, что приводит к новым течам масла. За комфорт и плавность хода приходится платить. В городском цикле двигатель легко может расходовать 15-18 литров бензина на сотню. Таким образом, B6324S – это инженерный мост между прошлым и будущим Volvo. Он предлагает уходящую культуру плавной атмосферной тяги, упакованную в сложную современную оболочку с цепным ГРМ. Он не для тех, кто считает литры, а для тех, кто ценит уникальность, характер и готов ухаживать за сложным, но по-настоящему особенным мотором. Если D5 – это эпоха чугунной надежности и механической простоты, то D4204T14 – это эра высоких технологий и компромиссов. Этот двухлитровый дизельный двигатель – часть глобального семейства Drive-In, на которое Volvo перешло в 2010-х годах, отказавшись от 5-цилиндровых схем в пользу модульных 4-цилиндровых решений. Главная фишка этого агрегата – двойной турбонаддув. Две турбины работают последовательно. Маленькая раскручивается моментально, убирая турбояму, а большая подхватывает на средних и высоких оборотах. Результат – 190 лошадиных сил и 440 ньютон-метра, которые доступны уже с 2500 оборотов. Под капотом он занимает место в самых важных моделях нового поколения – S60, V60, XC60, S90, V90 и XC90. Для понимания его сути, этот двигатель можно разделить на две части – почти безупречное железо и сложные вспомогательные системы, которые эту надежность испытывают. Основа этого мотора действительно крепкая. Алюминиевый блок с чугунными гильзами, ременной ГРМ, цепной привод балансирных валов. Но настоящая гордость инженеров – топливная система Denso. Это не просто форсунки, а мини-компьютеры. Каждый имеет собственные датчики давления и температуры для сверхточной работы. Именно она обеспечивает и экономичность, и ту самую мощность. Однако надежная работа этого мотора напрямую зависит от состояния ключевых систем. И вот главные слабые места, на которые нужно смотреть в первую очередь. Трубки и патрубки. Это ахиллесова пята. Резиновые трубки системы наддува и охлаждения со временем трескаются, рвутся и текут. Антифриз уходит, появляются ошибки. Шкив коленвала с демпфером. Не самый очевидный, но частый источник странного шума. Его демпфер разрушается, и шкив требует замены. Клапан ЕГР и пластиковый впускной коллектор с вихревыми заслонками закоксовываются. В отличие от старых моторов, заслонки здесь редко открываются, но могут заклинить. Прокладка клапанной крышки после 150 тысяч километров часто начинает подтекать. Не критично, но требует внимания. И главный, но контролируемый риск – ремень ГРМ. Его обрыв всегда приводит к встрече клапанов с поршнями. Строгий регламент замены каждые 120 тысяч километров вместе с роликами и помпой – святое правило. Таким образом, D4204T14 – это не неубиваемый танк старой школы, а современный высокотехнологичный инженерный продукт. Он дарит отличную динамику и экономичность, но требует от владельца технической грамотности и дисциплины в обслуживании.
При таком подходе этот двигатель способен преодолевать более 400 тысяч километров без каких-либо проблем. Какого двигателя не хватает в этом списке? Пиши в комментариях под этим видео. Делись этим видео с друзьями и не забудь поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропускать интересные видео.